Мама узнает, чем ее дочь занималась со своим братом в ванной, и не может перестать кричать. Сьюзи и Тимми были родными братом и сестрой, и они были связаны, как немногие другие, в возрасте, когда многие ссорились и находились в постоянной конфронтации, они были безусловными друзьями. Сьюзи было 7 лет, а Тимми 5, и во всем мире не было никого, кого они любили бы больше, чем друг друга. Сьюзи, будучи старшей, была также ориентиром для своего младшего брата, и дело в том, что родители обоих всю свою жизнь были такими беззаботными, что девочка многое узнала о жизни как в одиночестве, так и в школе, где у нее был учитель, который всегда был готов ответить на все ее вопросы и все, что она хотела знать. Узнав, что она также передала это своему младшему брату, они вместе прошли через всю жизнь, не испытывая большей поддержки, чем та, которую они оказывали друг другу. Но они все еще были детьми, которые нуждались в своих родителях. Им нужно было, чтобы они видели в них нечто большее, чем 2 рта, которые им приходилось кормить. Они хотели, чтобы их воспринимали всерьез, и каждый день они изо всех сил старались дать им понять, что они тоже думают и чувствуют, и способны понимать жизнь, чтобы принимать правильные решения. Пришло время объяснить и направить их, но, похоже, этого так и не произошло. Все стало еще хуже, когда Тимми заболел. Каждый день он жаловался, что у него болит живот, но поскольку это совпало с началом учебы мальчика в школе, его родители были убеждены, что он просто пытается избежать посещения школы, и поэтому они даже пришли в ярость, когда мальчик сказал им об этом. Его желудок не переставал болеть, и когда он ел, его иногда подташнивало. Прошло 6 месяцев, а Тимми все еще болел, и, не получая должного внимания, ему стало еще хуже, когда по ночам у него началась рвота. Сьюзи сказала родителям, что ее младшего брата тошнит от еды, но они подумали, что у него просто несварение желудка, и на следующий день все будет в порядке. И поскольку они просто ни за что не поверили бы Тимми, что он болен и зайдет за живое, оба брата решили, что больше не будут их беспокоить. Тогда Сьюзи решила, что она единственная, кто может позаботиться о нем, потому что только она заботилась о нем и не оставляла Тимми одного дома. В любое время. Постепенно сопровождать его во время рвоты и держать на руках, пока его не вырвет, вошло в привычку, и это случалось все чаще и чаще, пока не стало ежедневной рутиной. Мальчик худел, был все время бледным и слабым, и в его школе это заметили. Но когда они спросили родителей Тимми, не страдает ли мальчик, они категорически отрицали наличие у него какой-либо болезни и оправдывались тем, что у него просто был плохой аппетит, что, по их словам, было вполне нормальным в его возрасте, потому что они тоже прошли через это, что скоро он начнет нормально питаться, и его внешний вид улучшится, но что это не болезнь. Тем временем Тимми становилось все труднее и труднее проглатывать пищу, а также его концентрация и силы постепенно терялись. На уроках он был не в состоянии уделять внимание и не выходил играть, полный энергии, как все остальные дети. Он предпочитал сидеть на солнышке. И много раз он засыпал, и хотя их видело так много людей, только Сьюзи могла понять, что он болен, и ей оставалось только надеяться, что скоро кто-нибудь обратит на него внимание. Однажды ночью мать зашла в ванную и застала сцену, которую, как она думала, никогда не увидит. Сьюзи помогала своему младшему брату держаться на ногах, пока его рвало кровавой рвотой, которая, казалось, разрывала маленького мальчика изнутри, и когда мальчик закончил и посмотрел на нее, она поняла, что он долгое время был слеп и начал кричать в полном шоке. Ее сын был болен, она не знала, чем, но он болел уже некоторое время, и это было очевидно. Дети сказали им, а они не обратили внимания, и поэтому они решили постоять за себя, производя как можно меньше шума, пытаясь скрыть это, как будто они делали что-то не так. Сьюзи и Тимми были так молоды, что не представляли, насколько серьезно для бедного ребенка может быть такая рвота и ужасные боли в животе, которые он терпит без какого-либо лечения, и не знали, что на самом деле это не их вина,
а вина безответственных родителей, которые не обращали на это внимания. Все, чего хотела Сьюзи, это помочь своему брату почувствовать себя лучше, и по этой причине мальчик обожал ее, потому что она была его самой большой поддержкой и единственной, кто постоянно заботился о нем. С другой стороны, его родители не знали, что такое забота и любовь. Мальчик сотни раз говорил им, что у него болит живот, а они никогда не обращали на него внимания, полагая, что это какая-то детская стратегия избегать употребления его пищи, и что на самом деле с ним никогда не было ничего плохого. Им приходит в голову, что, возможно, их сын был болен, и что так часто жаловаться на боль было ненормально. И дело в том, что есть родители, для которых это звание слишком велико. Родители, которые пренебрегают своими детьми, полагая, что их работа сводится к тому, чтобы обеспечить их крышей над головой и едой, в то время как это гораздо больше, и если родитель не желает присутствовать при каждом шаге своего ребенка. Если они не желают направлять их, учить смотреть в лицо жизни и быть хорошими людьми, нужно что-то сделать, чтобы поставить их на место. И это было именно то, в чем нуждались родители Тимми. Им нужен был сигнал тревоги, который врачи дали им в ту трудную ночь, потому что Тимми был так слаб, что его маленькое тельце, казалось, больше не могло сопротивляться, и теперь он находился в отделении неотложной помощи. И хотя они не сразу поняли, что с ним происходит, и им потребовалось провести несколько анализов, которые заняли много дней, когда диагноз наконец был поставлен, все в отделении, врачи и медсестры были потрясены. У ребенка был рак в терминальной стадии. Рак, от которого Тимми мог бы избавиться давным-давно, если бы родители обратили внимание на то, что им говорили. Мать Тимми все еще не отошла от шока, а отец чувствовал себя самым несчастным человеком в мире, как это было возможно, что его сын был на грани смерти, когда он с самого начала умолял их обратить на него внимание, как они могли игнорировать смерть собственного сына. Боль, не обращая внимания ни на что другое, даже на Сьюзи, которая каждый день просила их отвезти ее брата к врачу. Они оба не могли поверить ни в собственную лень, ни в то, как подло они себя вели, и речи, которые им произносили в больнице, заставляли их чувствовать себя еще хуже, но это было вполне заслуженно. Все время, пока Тимми находился в больнице, их постоянно упрекали все медицинские работники, некоторые медсестры даже не могли с ними больше разговаривать. Все внимание было сосредоточено на Тимми и его спасении любой ценой. Но через пару недель они поняли, что прибыли слишком поздно. Спасти маленького мальчика было невозможно, и, несмотря на слезы и отчаяние, единственным утешением для его сестры было то, что последние слова Тимми были обращены к ней. В них он благодарил ее и просил быть счастливой, потому что он будет наблюдать за ней с небес, понимая, что теперь он мертв. Он собирался отдохнуть, и именно поэтому был спокоен. Это спокойствие отразилось на его последнем вздохе, и образ ребенка был практически ангельским. Родители Тимми никогда не могли смириться с мыслью, что их сын погиб из-за них, и пытались любой ценой отплатить за все, что им причинили, чрезмерным вниманием к Сьюзи. Но Сьюзи уже научилась этому. Постоять за себя, и хотя она выросла, и научилась прощать своих родителей. Отношения между ними так и не смогли полностью восстановиться. Воспоминания о Тимми все еще причиняли боль, но они также вдохновляли ее каждый день, и, повзрослев, она нашла способ достичь цели, которую поставила перед собой с тех пор, как попрощалась со своим младшим братом – основать больницу для лечения онкобольных детей, и она не останавливалась на секунду, пока она не сделала это. Сьюзи стала знаменосцем борьбы с детским раком в своей стране и до последних своих дней помогала, не разбирая кому, и со всей своей любовью, потому что ее брат, даже спустя столько лет, не переставал вдохновлять ее. Эй, если вам понравилась эта история, поставьте лайк, поделитесь ею со своими друзьями и семьей, и не забудьте подписаться на канал.